Очень сложно успокоить испуганную даму, когда я прикасаюсь зубами к ее шее. Ведь мне нужно просто запить таблетки. Тьма окутала забытые руины, бросая свои черные тени на развалины заброшенных зданий. Испуганный путник, скрывшийся среди обломков, слышал страшные звуки, доносящиеся из глубины развалин. Скелет, восставший из мертвых, гремел своими костями, клацая зубами. Он ощущал, как трясутся его колени, когда скелет приближался к укрытию, издавая ехидные звуки, словно насмехаясь над очередной игрой в прятки. Хлам и обломки валялись под ногами, и скелет копался в них, словно искал что-то ценное, что могло заинтересовать его любопытство. Глаза испуганного скитальца бегали по окружающим его развалинам, но его взгляд все время возвращался к скелету, который продолжал свою мрачную игру среди руин. Он мог почувствовать запах гнили и разложения, который исходил от этой жуткой фигуры, и это заставляло его тяжело дышать. Испуганный путник чувствовал, как его горло пересохло, а сердце колотилось настолько громко, что казалось, скелет должен был его услышать. Он понимал, что должен найти способ выбраться из этого кошмара, но страх парализовал тело, не давая ни одного шанса на спасение, по-настоящему почувствовав, что смерть стоит за спиной, и она уже протянула к нему свою мрачную, костлявую руку. Темного времени суток. Вы попали в долину нежити. Перейдем теперь к часто обсуждаемым типам и рассмотрим одних из самых популярных представителей восставших. Казалось бы, костлявые представители могут показаться не столь ужасающими или опасными, но не менее интересными. Скелеты – ожившие опорно-двигательные существа, принадлежащие разным ранее живущим, пусть то будет человек, животное или любое другое создание. Для данного типа нежити нет общепринятого объяснения, каким же образом голые кости крепятся друг к другу. Наиболее логичным представляется следующее объяснение. Магия, оживляющая скелет, формирует своего рода энергетический каркас, скрепляющий кости и приводящий их в движение. Этим легко объяснить и тот факт, что очень часто разбросанные кости живого скелета через некоторое время собираются вновь, вставая на свои места. Скелеты внимают призыву тех, кто создал их, или сами восстают в местах, насыщенных магией смерти, так как и зомби пригодны для служения. Как нетрудно догадаться, скелету не нужен воздух, еда, питье и сон. Одинокие или независимые скелеты, как правило, не нападали на города и другие поселения, не пытались гнаться за разбегающимися людьми, просто шли и шли из ниоткуда в никуда. Однако приближаться к ним было также смертельно опасно. Чаще всего скелетов видели бредущими по колено или по пояс в болотах или медленно бредущих в высокой траве, особенно там, где в безлюдных местах путники останавливались на ночлег и разводили костры. Для тех путников, что не представляли никакой угрозы, скелеты не опасны. Напротив, скелеты способны помогать и предупреждать людей в случае опасности, или же наоборот, жестоким образом расправляются с зачинщиками вредных мыслей. Скелеты могут объединяться с другими группами нежити, образовывая армии скелетов или армии смерти. Иногда армии скелетов шли на штурм, и чаще всего брали не крепости или замки, а осаждали неприступные города, в которых формировались боевые силы против высшей нежити. Даже если силы собирались тайно, скелеты чувствовали мятеж и направлялись большими группами в сторону мятежников. Чаще всего многим скитальцам больше всего не нравится вступать в контакт со скелетами-лучниками. Напишите в комментариях, а какие, по вашему мнению, скелеты самые опасные и неприятные. Рыцари смерти являются бойцами ближнего боя, владеющими темной магией и оружием с начерченными рунами. Рыцари смерти сражаются со своими врагами вблизи, дополняя взмахи своего оружия разной простой магией, которая делает врагов уязвимыми. Чтобы защитить себя и своих товарищей от смерти в бою, рыцари смерти облачаются в тяжелые доспехи и парируют атаки своим оружием.
Рыцари смерти – бывшие чемпионы, что объясняется их большим боевым опытом в сражениях. Они укрепляют свои тела и высасывают жизненную энергию силой магии крови, затачивают свои клинки и наносят мощные удары стихийной магией, в частности магии холода и мороза, нанося удары с нечестивым рвением, воскрешают также скелетов и становятся их генералами. Несмотря на их ранее злобную и в настоящее время несколько аморальную натуру, некоторые рыцари смерти оставались верны кодексу чести, даже во время службы призывателю, или, по крайней мере, подобию порядка и дисциплины. Рыцарь смерти выглядит как скелет, слегка приукрашенный лохмотьями мумифицированной плоти. Однако с обычным неупокоенным скелетом рыцаря смерти перепутать довольно сложно. Его рыцарская память толкает его на обычные поединки, причем даже честные, то есть без нападения сзади, например. Рыцарь смерти восстанет, даже если его уничтожить. Только после искупления своей службы он может избежать связи призывной магии и нежити и действительно погибнуть. Часто рыцарь смерти в качестве скакуна использует скелет боевого коня или любой другой скелет мощного четвероногого существа. Возможно ли при этом мысль, что рыцарь смерти может использовать в качестве скакуна еще и костяной конструкт? Тоже интересный момент, надо будет об этом подумать. Ревенант, или как многие называют такую нежить выходцем с той стороны, является разновидностью разумной нежити, ходячий мертвец, сохраняющий душу и прижизненные черты личности, имеет вполне материальное тело, обладает памятью и повадками своей былой жизни. Ревенанты – это довольно необычная нежить, представляющая из себя наглядное воплощение идеи о том, что месть надо подавать холодной. Ревенант пробуждается из убитого существа, желание которого отомстить своим убийцам дало ему возможность временно обмануть смерть. Очень часто упоминается некая мистическая связь мертвеца и его убийцы, благодаря чему он находит свои цели где угодно. А после того, как его миссия завершается, ревенант успокаивается окончательно. Ревенант появляется из души смертного, встретившего жестокую и незаслуженную судьбу. Он прорывается обратно в мир для мести своему обидчику. Ревенант вселяется в свое смертное тело и внешне похож на зомби, но вместо безжизненной блеклости глаза ревенанта пылают решимостью и разгораются в присутствии врага. Если тело ревенанта разрушено или недостижимо, он вселяется в другой целостный труп. Вне зависимости от используемого вместилища, враг всегда узнает истинную сущность ревенанта. Если же враг погиб или ревенант не может исполнить месть, его тело рассыпается в пыль, а душа уходит в постоянный энергетический поток душ. В случае, когда враг ревенанта слишком могущественен, чтобы справиться с ним в одиночку, он ищет достойных союзников для исполнения мести. Никакая магия не может укрыть цель преследования ревенанта. Он всегда знает направление и расстояние между ним и объектом мести. В случае, когда целей несколько, он выслеживает их по одному за раз, начиная с существа, нанесшему ему смертельный удар. Если тело ревенанта уничтожено, его душа направляется в поиски нового тела, в котором он возобновит свою охоту. Мумия – это высушенные трупы, обернутые в пропитанные кровью, маслами и эликсирами бинты, обладающие разумом и не забывшие свои навыки, которые владели при жизни. В зависимости от силы и возраста отдельного индивида, образ и силы мумии могут быть соизмеримы низшей нежити, так и превышать силу личей. В глубине древних гробниц, деспотичных монархов и высших жрецов лежат они в покое без сновидений, в ожидании времени, когда они смогли бы вернуть себе трон и восстановить свои древние империи. С помощью могущественных жрецов и магов ритуал воскрешения может создать более сильную мумию. Лорд-мумия, которая создается таким ритуалом, сохраняет воспоминания и личность прежней жизни, а также наделена сверхъестественной живучестью. Мумия использует запретную магию, которая когда-то контролировала перепуганные народы, а также одаривает мертвых королевских жрецов божественными заклинаниями. Завернутая в ветхие бинты с нечестивыми символами, мумия кажется сухой и тощей, но потрясающе мощной. Некротический ритуал, который наполняет мумию силой, лишь иногда позволяет ей сохранить разум, что является незыблемой роскошью, почти всегда предназначенной лишь для людей высокого социального положения, пытающихся избежать смерти. Было ли самосознание дано им с определенной целью, или их пробуждение было случайностью, рожденной темной магией или ошибкой ритуала?
Хотя обычно они довольствуются тем, что веками охраняют руины, связанные со своими прошлыми жизнями, немногие мумии отправляются за пределы пыльных гробниц в поисках мести, украденных у них сокровищ или зловещих мотивов, непостижимых обычным смертным.